Персонажем этой истории является обыкновенный мужчина по имени Тихон. Он проживает в маленькой деревушке, окруженной живописной и непроходимой тайгой и глубокими озерами. Жизнь в деревне была спокойной и размеренной, и каждый житель знал свое дело. Но Тихон был особенным человеком, он был заядлым рыбаком. Всем сердцем он любил рыбачье дело. Каждый свой свободный момент он проводил на рыбалке, наслаждаясь спокойствием и красотой природы. Вот и лето наступило, и, конечно, Тихон не мог устоять перед соблазном провести все свободные дни на рыбалке. Каждое утро он отправлялся на озеро, вооруженный удочкой и надеждой на удачный улов. Он знал каждое место, каждую тропинку, каждую яму, где можно было найти самых крупных рыб. Его опыт и мастерство в рыбной ловле были непревзойденными. Однажды, когда Тихон уже успел податься на привычное место на берегу озера, он заметил какое-то движение в кустах. Сначала мужчина не обратил на это внимания, приняв за обычное движение лесных обитателей. Но когда он взглянул еще раз, его сердце забилось сильнее. К нему медленно приближался медведь. Тихон сразу почувствовал страх, по телу начала расползаться дрожь. Ведь встреча с медведем могла закончиться печальным исходом. Но, набравшись смелости, он решил остаться на месте и посмотреть, что произойдет. Медведь приблизился к мужчине и стал зверски рычать, изображая угрозу. Однако Тихон почувствовал, что это необычная ситуация. И тогда произошло нечто странное. Зверь, перестав рычать, подошел к рыбаку и положил маленького медвежонка у его ног. Хищник источил последний пронзительный взгляд на мужчину и скрылся в лесу. Тихон стоял на месте, не веря своим собственным глазам. И тогда он понял, что медведь просит его о помощи. Сердце человека заполнилось состраданием, и он решил, что не может бросить медвежонка одного. Но что же делать? Тихон понимал, что он не сможет справиться с задачей один. Он быстро достал мобильный телефон и позвонил в службу спасения диких животных. Мужчина объяснил ситуацию и попросил помощи. Через 2 часа на место прибыла команда спасателей. Они оценили ситуацию и решили забрать медвежонка в центр, где его будут лечить и заботиться о нем до полного выздоровления. Тихон сопровождал медвежонка до специальной машины, которая отвезет его в центр. Он дал себе обещание, что будет следить за его судьбой и приходить в гости. Мужчине было приятно видеть, как косолапый малыш становится все сильнее и здоровее с каждым днем. Через 3 месяца медвежонок был полностью здоров и готов к возвращению в тайгу. Конечно, Тихон сопровождал его обратно в его естественное окружение, понимая, что зверь теперь сможет жить свободно и счастливо. Когда мужчина стоял на границе леса, он прощался с медвежонком. Человек сказал ему последнее «прощай» и пожелал ему счастья и безопасности. Медвежонок, кажется, понял слова Тихона и, как будто в знак благодарности, нежно прикоснулся мордочкой к его руке. Затем косолапый зверь побежал в лес, и Тихон смотрел, пока его новый друг не исчез из виду. Впереди мужичка ждала привычная рыбалка, но теперь в его сердце появился новый смысл. Он понял, что каждый из нас может стать героем в своей истории, если мы готовы помочь и проявить милосердие к другим. Может быть, именно эта встреча с медведем стала для Тихона самым значимым событием в его жизни, изменив его взгляд на мир и природу. Вот такой удивительный рассказ. А вам спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного. До встречи!